Всем привет! В Средневековье жизнь человека могла прерваться от чумы, от бесконечных войн между королями, от голода. Все это грустные и печальные события, о которых мы знаем из учебников истории. Но что вы знаете о специальных европейских праздниках, на которых убивали? Участие в них грозило отлучением от церкви, священники даже приносили на их места проведения открытые гробы. Однажды так погибло 60 дворян, аристократов, но даже тогда их не смогли запретить. Этими праздниками были рыцарские турниры. Воины в латах, верхом на боевых скакунах, старались выбить друг друга из седла. И хотя участники турнира сражались не на боевом оружии, удары были настолько сильными, что иногда схватка заканчивалась летально. Поэтому доспешники Европы разработали специальный тип шлема и доспехов для таких состязаний. Об этом шлеме, его особенностях и истории происхождения вы сейчас узнаете. Меня зовут Вячеслав Перепелица. Обычно я делаю доспехи, но в этом видео я буду о них рассказывать. В одном из прошлых видео мы познакомились со шлемом Армет. Советую посмотреть. Лучший рыцарский шлем, но сложный и дорогой. Но есть шлем, который защищает лучше, чем Армет. Не, это точно не Шапель. Названий у этого невероятного шлема несколько. Штехельм, Тет де Крапо, Фрогмаус. Чаще всего упоминается английское Frogmaus. Дословно жабья пасть. В русскоязычном варианте пасть заменили на голову, наверное, для благозвучности, хотя, как по мне, жабья пасть звучит намного интереснее, как минимум агрессивнее. Французы называют тот же шлем Tête de Crapaud – голова жабы. По сути, аналог английской версии, хотя название пришло как раз из Франции в Англию. Немцы именуют это боевое наголовье по-военному четко и без всяких лягушек. Штехельм – дословно шлем для гештеха. То есть копейного конного турнира в особых латах штехцойг. Турниры стали популярной забавой для дворян и простолюдинов. Участвовать в состязаниях могли только люди благородного происхождения. Но сегодня, если у вас есть тяга к битвам и приключениям, вы можете вступить в бой с величайшими воинами, несмотря на свой социальный статус. Викинги. Война кланов. Стратегия и РПГ у вас в кармане. Я в детстве только мечтать мог о таком. Здесь у вас будет собственное поселение, которое нужно развивать. Все игроки расположены на глобальной карте, и можно шпионить, атаковать и штурмовать друг друга. В игре присутствует крафт оружия для своих воинов. Вооружайте лучшими мечами своих наемников, и победа будет обеспечена. Игра бесплатно скачивается на смартфон и довольно приветлива к новичкам. Все объясняется, показывается, что строить, как создавать предметы, как нападать. И да, игра очень популярна, поэтому найти гайды, как эффективнее играть, какую стратегию выбрать и что делать, не проблема. Хочется отметить приятную графику и атмосферную музыку. Сказочно и фэнтезиашно. Кстати, музыка похожа на саундтреки из Ведьмака. Мне прям нравится. Викинги. Война кланов помогают мне в создании контента, поэтому, скачивая по моей ссылке в описании, вы помогаете в развитии канала и в работе над видео про доспехи. Спасибо. Возвращаясь к турнирам, стоит отметить, что это были действительно красивые события. Рыцарские доспехи украшались цветами, лентами и геральдическими фигурами. Возле специального ристалища строились трибуны для зрителей. Там же располагались девушки, из которых победитель мог выбрать даму сердца и провозгласить ее королевой любви и красоты. О, прекрасный рыцарь! Давайте же, куролесьте меня! Да ну нахер! Ну ты видел? Копье весом в 15 килограмм и более зажимали под правой рукой и упирали в специальный крюк на кирасе. Такие таранные удары тяжелых всадников были настолько сильными, что поединок иногда заканчивался смертью. Дело в том, что военные доспехи хоть и защищали на войне, но не обеспечивали полную безопасность. В них можно было получить травму. В 1240 году на турнире в городе Нойс, Германия, погибло 60 рыцарей. Иногда на войне не гибло столько рыцарей, ведь их чаще брали в плен.
Церковь запрещала турниры, считая их беспечной игрой со смертью. Она угрожала не отпевать погибших на турнире и тут же отлучать от церкви. Священники приносили открытые гробы к месту проведения турниров, дабы отвадить от столь рискованного спорта. Но толпа ликовала. Хлеба и зрелищ, а турниры – зрелище что надо. Смертельный риск и благородство, победы и поражения – все только подогревало интерес к подобным зрелищам. А рыцари-участники обретали славу благородных и бесстрашных воинов. Чтобы обезопасить бойцов, бронники к концу 15 века создали идеальный шлем для таких турниров. Передняя и задняя нижняя детали шлема неподвижно крепились к наспиннику и нагруднику доспеха. Как правило, сзади использовали пряжку, а спереди специальную защелку. Смотровая щель находилась очень высоко, часто не на уровне глаз, а приблизительно на уровне бровей рыцаря. Делалось это с расчетом на особую технику атаки. При сближении с противником воин наклонялся вперед, и щель открывала обзор, так как площадь смотрового отверстия была относительно большой. На фото штехельм из музея Метрополитен, датирован 1500 годом. Тонкость техники состояла в том, что перед самым столкновением с противником необходимо было отклониться назад, чтобы щель ушла выше, и копье противника в принципе никак не могло проникнуть сквозь шлем. Ни мгновением позже, иначе риск получить травму лица и глаз возрастал невероятно. В случае правильного исполнения приема копье никак не могло попасть в смотровую щель. В момент удара на траектории копья была только сталь забрала. Положение шлема исключало попадание наконечника в лицо. Кстати, в фильме «История рыцаря» Ульрих фон Лихтенштейн показывал свою невероятную храбрость, не отклоняясь назад перед ударом, рискуя получить обломок копья в лицо. В реальной истории таких смельчаков не задокументировано. Вполне может быть, что они просто быстро закончились. Наглядный пример. Король Генрих II Валуа был смертельно ранен на турнире как раз щепкой сломанного копья. Дело в том, что на короле был не штехельм, а вариант клоустхельма, армета, забрало которого не всегда надежно фиксировалось в закрытом положении. От удара забрало приоткрылось, и фрагменты копья смертельно ранили короля. На-на-на, на-на-на, на-на-на. Кыш! На-на-на-на. О, здравствуй, моя дорогая. А чего грустная такая? Вчера папа повез меня на турнир. Я надеялась, что встречу рыцарь фон Майнхёрдс. О, так почему же ты плачешь? Но меня не выбрали дамой сердца. Меня, прекрасную принцессу. Шайзе. Тихо, 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 тихо. Я прекраснее всех этих. Я милее их на свете. Да? Знаешь, тебе нужно поучаствовать в конкурсе красоты. И там ты научишься быть прекрасной леди. Точно. Забыла. Верхняя часть шлема вытянута вперед для максимального соскальзывания копья в сторону при ударе. Затылок шлема жестко, неподвижно соединен с куполом. Это хорошо видно по экземпляру шлема из музея Метрополитен. Этот штехельм изготовлен в Италии в конце 15 века, весит 8 кг 770 грамм. Лицевая часть шлема выполнена в виде очень высокого бювегера, откованного единым целым с защитой шеи и ключиц. Таким образом, шея максимально защищена неподвижной круговой защитой. Причем штехельм мог монтироваться не только на специальный доспех, штехстойг, но и на другой вид лад. Как, например, на этом комплекте Кастильского короля Филиппа Красивого. Подшлемник представлял собой отдельную от шлема конструкцию. Это было довольно толстое подшлемное наголовье, крепящееся к металлу завязками, пропущенными через всю конструкцию. Создавался эффект подвески, как в строительной каске. Таким образом, даже при очень сильном ударе голова не соприкасалась со стенкой шлема. Подшлемник на фото – оригинал из Инсбрука, изготовлен около 1484 года. А еще, в отличие от всех более ранних шлемов, жабья морда использовалась только всадниками. Слишком уж специфическая форма и техника предусматривалась.
Дорогая моя, ты опять плачешь? Mein liebe крестная фея, на турнирах соревнуются, чтобы узнать, кто самый прекрасный рыцарь. А я вчера выиграла в конкурсе красоты. Так почему же ты плачешь? Я всех победила. Отбила туфельку у Золушки. Оторвала парику Рапунцель. Уложила спать Белоснежку и всех ее гномов. Но главный приз мне так и не выдали. Пришлось отбивать. А ты уверена, что в конкурсе красоты нужно избивать соперниц? А как еще я могла победить? Как еще мне завоевать моего принца? Первые турниры проводились с использованием боевых доспехов, но в них можно было повредить пальцы, были щели возле плечей, куда могло залететь копье, а про защиту головы тут и говорить не о чем. При неудачном падении с коня можно было травмировать шею или вообще погибнуть, а щепка от разломанного копья могла спокойно выбить глаз. Но турниры стали популярнее, и рыцари стали дохнуть чаще, а доспешники призадумались. Вот мы сделали шлем, а хозяина в нем прибили. Эх, это же родственники могут прийти, угрожать начнут, компенсацию требовать. И главное, вот ты же не скажешь этим благородным, а нехер ваши турниры устраивать, лучше бы вон в крестовый поход бы сходили. В 13 веке как было? Кольчуга на пузо, ведро на голову, деды носили и не ныли. А тут, ой, господи, копьем попали, рыцарька поломали. Хочешь рыцарем быть? Умей и бревно хари отбить. Но быковать на военную средневековую аристократию было как минимум вредно для здоровья. Поэтому бронники почухали репу, и к концу 15 века выработались особые виды турнирных доспехов и шлемов. А также были отшлифованы правила, по которым проводились турниры. Тогда и появился шлем «Жабья голова» или «Штехельм». Логично, что его использовали при гештехе. Гештех – это вид турнира, когда рыцари дрались верхом тупыми копьями с коронообразным наконечником. Такой наконечник был безопасным, так как он легко цеплялся за выступающую часть доспеха. И наконечник не мог найти щель на доспехе. Задачей бойцов было выбить противника из седла или сломать свое копье, а шлем или тушку соперника. Понятно, что лучше всего подходил именно штехельм, так как именно в голову старались нанести удар. Другим популярным видом турнира был реннен. Копье и доспехи были легче, чем в штехцойге. Наконечник имел одно острие, в отличие от коронообразного. Целью состязания было тоже выбить противника из седла или сломать свое копье. Нанести четкий удар таким наконечником сложнее, так как он легче соскальзывал с доспехов. Нужно было продемонстрировать мастерство точных ударов. Чаще всего для реннена употребляли шлем типа салат, усиленный мощным бувигером и с жесткой фиксацией на корпусе. Но, судя по иллюстрациям турнирных книг, могли применяться и жабьи головы. Еще одной версией копейного поединка был бундреннен. Целью бойцов было попасть острым копьем в специальный щит из нескольких сегментов. При точном ударе срабатывала пружина и выбрасывала эти сегменты вверх, создавая эффект раздробленного щита. У тебя наверняка были романтичные отношения с юношами. Ну да, как-то раз мы заходили с фланга, и там я повстречаюсь, маркиз де Граус. Он сидел на коне и вел в атаку Риттергрупп. Наши взгляды встретились, и между нами проскочила искра. Искра от того, что я сбила его с коня своим Криксхаммер, потому что мы с Ваффенбрудер отбивали эту атаку Риттергрупп. Эти шайзе-солдаты полный капут, и тогда мы частично взять их в плен. И все это время он лежал на земле у моих ног. Его фиалковые глаза были словно океан.
Он смотрел на меня, а я на него, и я улыбалась ему. И вокруг нас кровь, кишки, говно. Но и я продолжать его шляпой на его швайный Риттер своим Свайнхандакст. Это был прекрасный момент. Ты наверняка завоевала его сердце, да? Некоторые мужчины любят сильных женщин. Ну, маркиз де Грац, мой прекрасный фюрер, с тех пор, когда видит меня, обсирает свой тухис и начинает молиться. Я, конечно, рада, что направила его на путь Господа, но хотелось бы какой-то романтик. Боже, боже, какая же ты сказочная... Принцесса. До нашего времени сохранилось немало оригинальных средневековых доспехов со шлемом «Жабья голова». Они принадлежали, как правило, очень знатным людям и бережно сохранялись. Например, императору Священной Римской империи Максимилиану I Габсбургу. Он был страстным любителем всевозможных турниров. На фото один из его доспехов. Он создан в мастерской знаменитого мастера Йорга Хельмшмидта-младшего из Аугсбурга. Датирован 1494 годом. Его характерными особенностями были гофрированные наплечники и богатая гравировка. На жабьей морде этого комплекта сделана боковая дверка для лучшей вентиляции, когда рыцарь отдыхал. Шлем крепился к керасе фигурными гайками. Да, винтовая резьба в это время уже появилась. Изделия Хельмшмидта помечались специальным клеймом в виде рыцарского шлема. Другой комплект императора Максимилиана изготовлен тем же мастером. Вес доспеха со шлемом 19 кг 935 грамм. Этот комплект имеет большой выступ на нагруднике кирасы, к которому крепился специальный крюк для копья – фокр. На шлеме хорошо видны ремешки, которыми пришнурован подшлемник. Ныне доспех хранится в музее Филадельфии. А вот потрясающий штехцойг, принадлежавший современнику Максимилиана – Гаспару Сен-Северино Дарагону. Дарагон был профессиональным бойцом-турнирщиком. Однажды он приехал к дворцу императора, желая вызвать его на поединок. Но кайзер был ранен в турнире накануне, поэтому не смог принять вызов. Тогда рыцарь Дарагон сразился с личным тренером императора. К несчастью, поединок закончился смертью императорского наставника. Да, иногда такое случалось. В знак признательности Дарагон оставил свой комплект доспехов в подарок Максимилиану. Эти латы, богато украшенные позолотой, имеют очень массивную жабью морду с двойным бувигером. Сразу видно доспехи настоящего профи. Изготовлены латы в знаменитой итальянской мастерской семейства Миссалья около 1490 года. Все, ни слова более. Я знаю, что тебе нужно делать. Тебе нужно вступить в клуб прекрасных принцесс, сокращенно КПП. Первое правило КПП. Чтобы завоевать мужчину, не нужно его бить. Завоевать и не бить? Где логика? Второе правило КПП. Логику выключаем, обаяние включаем. Ты должна красиво выглядеть и приятно пахнуть. Ты вообще часто моешься? Никто не жаловался. Я вообще чистоплотная. Каждое лето моюсь. Так, девочка моя, нужно чаще. Третье правило КПП. Красиво шьешь, принца найдешь. Рыцари ценят даму, которая умеет и вышивать, и лохов отшивать. И всему этому ты сможешь научиться на моем канале. Ну, на канал я подписалась. Но лохов лучше отбивать топором. Четвертое правило КПП. Мужчин не нужно бить, их нужно кормить. Путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через его желудок. Ты, конечно, понимаешь в делах амурных, но в этом вопросе я разбираюсь получше. Путь к сердцу мужчины открывает удар топором в грудочину. Ни один принц пока не устоял. Так, никаких топоров, никакого мордобоя. Вот тебе стрела Купидона. О, стрелы. Помню, мы под Азенкуром стрелы говном обмазывали. Боже, нет! С этой стрелой
иди в заколдованный лес. Там, блин, из нее выстрели ею, блин, из нее, пофиг. И где она упадет, там и будет твой суженый. О, и я теперь, как настоящая светская львица, буду охотиться шайзе на мужчин. Данке шон, mein liebe крестная фея. Мы пошли. О, и может тебя там волки наконец-то сожрут. Животное. Хотя, конечно, что-то в этом есть. Штехельмы использовали на турнирах по всей Европе. Классикой стали изделия мастерских Италии, Австрии, германских княжеств. Но жабью морду носили и рыцари Англии, Испании, Португалии, Франции, Фландрии. Есть вероятность, что и в Восточной Европе короли и магнаты также применяли эти шлемы, так как копировали моду своих западных соседей. К сожалению, тема турниров этого региона мало исследована. Турнирные доспехи рыцари Польши, Литвы, соседних стран региона, скорее всего, заказывали в Западной Европе. Но, как ни странно, подтверждены случаи успешного использования жабьих голов монголами. Целые сотни конных лучников в таких шлемах успешно применяли тактику окопной войны на подводных лодках у берегов Атлантиды. Извините, какой-то рептилоид мне сценарий подправил. В среде так называемых конспирологов, альтернативщиков, на полном серьезе обсуждаются идеи использования рыцарских доспехов инопланетянами в качестве маскировки или скафандров. Борцов с рептилоидами наверняка впечатлили непонятные для них очертания лад и формы шлемов. И первое место по загадочности тут явно занимает шлем «Жабья морда». Но мы позволим себе великую дерзость и не согласимся с конспирологами. Все было не так. Вот научное обоснование того, как же появился шлем «Жабья голова». Ну что ж, волшебная стрела, найди мне моего принца. Где эту стрелу теперь искать, а? О май год, ах! О мой фюрер, мой прекрасный рыцарь, мой личный принц! Давайте же, совершите свой подвиг, снимите шлем и поцелуйте прекрасную принцессу. Му-му-му. Приветствую, земляне! Мир вам! А ты не рыцарь? Я принес знания для соития наших цивилизаций. Ах ты похотливый жабен! Не для тебя моя роза цвела. Фе, жабья голова. Жабья голова. Звучит как название шлема. Жабья голова. Нужно рассказать своим Ваффенбрюдер. Они говорят: поцелуй жабу, принц появится. Доннерветтершайзе. А если без шуток, то разобраться, почему доспешники создали такой шлем, не так уж и сложно и без всяких рептилоидов. Шлемов классического и позднего средневековья до наших дней сохранилось немало. Например, в арсенале Граца, Австрия, сегодня выставлено 32 тысячи экспонатов. Также нам известны изображения рыцарских доспехов, оставленные многочисленными мастерами Возрождения. Детализация прорисовок и скульптур поражает. Реконструировать боевое снаряжение 14-16 веков можно с высокой точностью. Общую компоновку шлема с разных ракурсов предельно точно зарисовал Альбрехт Дюрер, великий живописец Возрождения и при этом умелый боец. Данная персона заслуживает отдельного видео. Ну и возвращаясь к нашим жабам. Происхождение шлема Штехельм довольно интересно. Его предком является Топхельм.
Классическая версия Топхельма употреблялась в боевых действиях с 1220-х по 1340-е годы. Хорошим примером позднего Топхельма может служить шлем из музея замка Сант-Анджело. Вес 2,5 килограмма. Если ранние Топхельмы имели угловатую форму верхней части, то у поздних Грейтхельмов эта часть уже была более округлой. В XIV веке появляется шлем «сахарная голова». Поздняя разновидность Топхельма, тулья которого была не плосковерхой, а более конической, заостренной, с которой легче соскальзывали удары. Это название придумали реконструкторы из США в 20 веке, а в Средневековье такого термина не было. Шлем называли просто большим или верхним. Если мы рассмотрим сохранившиеся артефакты, например, шлем Ричарда Пембриджа, он имеет толщину от 1,5 до 3 мм и вес 2 кг 600 грамм. Вес такой же, как и более ранние Топхельмы, но его уже относят к Грейтхельмам, то есть великим шлемам. Немцы называли такой тип шлема Кубельхельм, ковшик-шлем, но это тот же самый тип шлема. Грандхельм или Грейтхельм появился в XIV веке. В рукописи «Житие святого Мауриция» первой половины XIV века есть миниатюра, изображающая Топхельм с четко выраженным коническим верхом, характерным для Грейтхельма. Грейтхельм использовался на войне до середины XIV века, но на турнирах он продолжал использоваться и в начале XV века. Над могилой короля Генриха V Ланкастера поместили именно Грейтхельм. Вряд ли он принадлежал самому королю Гарри, победителю при Азенкуре, но точно использовался в его время. Кстати, толщина защиты лица этого шлема аж 6 мм. К этой же эпохе относится и Грейтхельм Николаса Хавберга, 1407 год. Но когда же Грейтхельм начал превращаться в жабью морду? Подсказку можно найти в многочисленных изображениях начала 15 века. На миниатюре рукописи «Пророчество Мерлина», 1400 год, хранящейся в Национальной библиотеке Франции, хорошо видны шлемы рыцарей с большими бувигерами, закрепленными при помощи ремешков. Подобные шлемы изображены и на миниатюре «Странствующий рыцарь», 1400 год, также из Национальной библиотеки Франции. В английском манускрипте «Осада Трои», 1410 год, да, вы не ослышались, «Осада Трои», Древняя Греция, средневековые латники, манускрипт 15 века. Что-то не сходится. Да, именно так представляли себе воинов Древней Греции в Средневековье. В этом нет ничего удивительного. Древних воинов иллюстратор книги изобразил такими, какими мог видеть своих современников. Фильм с Брэдом Питтом в те времена еще не крутили по кинотеатрам, так откуда же средневековым художникам знать, как правильно нарисовать греков? Важно понимать, что в начале 15 века художники, вероятнее всего, наблюдали на рыцарях именно такое вооружение. Здесь видим шлемы, напоминающие армет, но бувигеры этих шлемов очень мощные, откованные одним цельным куском с горжетом. Точно так же, как и на шлеме жабья голова. На иллюстрации к манускрипту «Легенда о Святом Граале», 1407 год, изображен шлем с подъемным забралом, но внешне он невероятно схож со Штехельмом. Рукопись хранится в той же библиотеке Франции. Что же касается предшественников жабьей головы в металле, то в музеях Европы сохранились отдельные экземпляры, имеющие характерные для Штехельма детали. Например, этот большой шлем начала 15 века, весьма схож по очертаниям со шлемами из миниатюр, о которых мы говорили. А этот шлем произведен в Англии или, по другой версии, во Фландрии, 1410-1450 года. Внешне очень напоминают жабью голову, но он не имеет характерного горжета. Вес 7 кг 400 грамм. Вероятно, он был не боевым, а турнирным наголовьем. Можно уверенно утверждать, что шлем типа Штехельм не возник единовременно и внезапно, а был продуктом эволюции с 13 по 15 век. Проектировался как турнирное наголовье, был развитием горшкообразных боевых шлемов. Преимущество жабьей головы. Надежность и непробиваемость. Шлем максимально защищал от самых мощных прямых ударов копья. При правильной технике использования голова в Штехельме была неуязвима. Геометрия шлема такова, что под копье подставляются максимально рикошетные наклоны стали. С этим шлемом ваша шея была полностью в безопасности. Шлем удобно сидел на плечах, фиксированный к кирасе. Голова в нем вообще не соприкасалась со стенками шлема. Можно было немного поворачивать голову внутри Штехельма.
Недостатки. Конечно же, у Штехельма было множество недостатков. Огромный вес. Отдельные экземпляры весят 10 килограмм. Громоздкость. Штехельм — это большая бочка на плечах, и ни о какой мобильности воина речь вообще не шла. Плохие обзор и вентиляция. Узкая специализация. Использовался только для копейных турниров. В нем не ходили на войну, не дрались пешими. Без коняки Штехельм не работает, да и без оруженосца тоже. Даже самостоятельно взять копье — это уже проблема. Выводы. Жабья пасть. Шлем только для турниров и никак не для войны. Его специализация — конный гештех и реннен. Правильное использование этого шлема подразумевает, что с траектории копья противника лицо закрыто монолитной, непробиваемой сталью без отверстий. И в момент удара всадник совершенно не видит перед собой. Это самый бронированный средневековый шлем и самый безопасный. В нем невозможно сломать шею. И, наконец, его носили только рыцари. В отличие от армета, бацинета и тому подобное, жабья морда использовалась только на турнирах знати, куда обычным простолюдинам вход в качестве участников был воспрещен. Шлем стал символом эпохи специальных рыцарских турниров. Его так же, как и армет, изображали на гербах воинской аристократии. Поздние жабьи головы имели дизайн, опережающий свое время. Он более похож на шлем от скафандров пришельцев из будущего, чем на спортивный инвентарь прошлого. Просто мечта каждого рептилоида. Идеальный аквариум для путешествий в галактиках. Красивый, брутальный и одновременно изящный. Бесполезный на войне и незаменимый в защите на конном турнире. Вот что такое шлем «Жабья пасть». Я очень признателен патронам и патронессам, которые поддерживают канал. Спасибо вам. А также вы могли заметить, что на мне постоянно меньше одежды. Дело в том, что этот костюм сделала Наталья Скорнякова, эксперт по историческим костюмам. Больше про костюмы средневековья и других эпох вы можете узнать на ее канале. Ссылка будет в описании, и передавайте от меня привет. Всем пока. Что-то все эти методы не работают. О, гениальная идея. Сейчас мы вдвоем идем на бал. И на фоне моей страшненькой подружки я буду неотразима. Не бойся, мы тебе тоже кавалера оторвем. Сейчас быстренько возьмем пивас и влетаем в танец.